Хочу, как дедушка Байден. Охренеть. За 1000 кубов готовы платить 3000 евро. Шары на лоб. Денег куры не клюют. Жопой жуй, находчивые россияне. Нефть обменять все-таки на траву. Афганская трава. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет, это выпуск новостей на канале Игоря Рыбакова. Начинаем с хорошего. Поехали. Опекаемого московским паркингом крокодила в столичном зоопарке назовут Паркушей. Так, мы подвели итоги голосования. Теперь эта красавица, крокодил, точно будет ассоциироваться с парковками столицы, сообщил в департаменте транспорта Москвы чиновник. В общем, среди топ-6 предложений, как назвать крокодила, были Крока, Генриетта, Паркуша, Маня, Эва и Люси. Кстати, какая кличка вам больше всего понравится, пишите. Может быть, мы тоже успеем поучаствовать в названии крокодила. Расчетная цена за газ в понедельник достигла рекорда — почти $3000 за 1000 кубометров. Охренеть! Это в 15 раз больше, чем я видел исторические цены там, да? Немного о истории вопрос. Способы получения Европой газа сейчас существенно сократились из-за ограничений. Из России подача газа осуществляется там на 20% по Северному потоку, многие нитки вообще остановлены, а других альтернативных источников, о которых Европа заявляла, пока не появилось. Вот на этом фоне растет цена на газ. На самом деле это невероятно, когда счет за коммунальные услуги домовладению приносит 3000 евро за месяц оплатить, и у хозяина этого дома шары на лоб, да это еще ладно. А когда производитель промышленный, у которого счет не превышал, например, $100 000 в месяц, ему вдруг счет приходит в 2 миллиона евро, как будто бы денег куры не клюют. Европа невероятно богатая страна или невероятно богатое общество. Люди, которые за 1000 кубов готовы платить $3000 или даже $4000, это очень богатые люди. Как богатые. Рано или поздно Европа найдет иные источники газа, там, в Алжире там, и так далее. Да, это потребуется там 10 лет, 15, но это случится. Вот. Другой вопрос меня больше волнует, куда Газпром или куда Россия будет девать добываемый газ. Вот. Единственное, что на всем этом фоне меня радует, что наконец газификация, наверное, России окончательно и фатально предрешена. Чтобы деть добытый газ, придется газифицировать все. Даже туда, куда газ раньше бы не мог прийти, там тоже будет газ. И пусть эта ложка меда в этой гигантской бочке дегтя подсластит нам эту отвратительно мерзкую пилюлю. В Афганистан предложили продавать нефтепродукты за изюм и травы. Правда, какие травы не уточнили. И снится нам трава, трава у дома, афганская, афганская трава. Вы знаете, в Афганистане есть разные травы. Если это будут травы, о которых я подумал или вы подумали, да, то я не знаю тогда. А вот изюм, видимо, изюма будет хоть жопой жуй, жопа слипнется. Извините меня за мой французский, но я просто реально не представляю, сколько же изюма можно набрать и есть ли столько изюма в Афганистане. Ведь если загнать туда хотя бы, ну не знаю, там несколько сотен там вагонов цистерн, значит, этой нефти, да, то придется весь изюм из Афганистана, да, придется вывезти в Россию. Что мы с ним будем делать? Решим, что делать. Нам главное нашу нефть, ведь кроме нефти мы мало чего вообще можем, ну, торговать, да? Нефть обменять на что-то, а потом это что-то толкнем, обменяем еще на что-то. Вот так и будем жить. В 90-е, помните, бартер, денег не было, все меняли, вот на бартер, похоже, эти времена возвращаются. Ой, как мне не хочется. Компания Яндекс откажется от агрегатора и изменит главную страницу на Я.ру. Честно говоря, я принципиально не пользовался раньше сервисами Яндекса, вот Яндекс.Диск, Яндекс.Мейл и прочее, это из-за стартовой таблицы Яндекса. Там мусора, зайдешь, и там Содом и Гоморра, какая-то погода, какая-то возмущен до глубины души, что они подсовывают мне не то, что я собирался найти, а то, что они хотят мне впендюрить. Вот. А теперь
происходит вот что. Яндекс решил окончательно отказаться от вот этих вот новостей. Яндекс.Дзен, вы помните, да, вот эти новости. Они решили эти активы обменять. Эти активы они отсылают в ВК, взамен от ВК получают delivery, да, доставка еды. И таким образом Яндекс существенно усиливает свой бизнес по доставке там всяких товаров, продуктов, еды и прочего. Вы знаете, я до кризиса еще вот этого подкупил акции Яндекса на приличную сумму. И они все падали и падали. И теперь мне, конечно, любые новости, которые толкают акции Яндекса вверх, очень радуют. Вот, поэтому давайте порадуемся вместе, у кого тоже есть Яндекса акции, но у кого нет, быстрее купите, иначе вы пропустите момент, как приумножить ваши сбережения. Ну а что в ВК? ВК формирует окологосударственный холдинг новостей, социальные сетки, новостные вот эти вот сайты, да, и так далее. На месте ВК выстраивается какой-то прямо вот монополист в интернете по информации. Поэтому смотрите, если раньше говорите там первая кнопка, вторая кнопка, телеки, да, там пропаганда и так далее, скорее всего, пропаганда стремительно перемещается в интернет. И основным драйвером этой окологосударственной пропаганды будет, скорее всего, ВК. И все бы хорошо, но вот единственное, что я думаю, кто подпишется на мой ВК-аккаунт, там всего 50 тысяч подписчиков по сравнению с более чем 2 миллионов на Ютубе. Подпишитесь на мой ВК-аккаунт, да, вот здесь вот он будет, вот в этой части экрана. Подпишитесь, потому что, а вдруг нам отключат все это, Ютубы, там, Телеграмы и так далее. Что у нас останется тогда? А только ВК, а вы, все, вы уже подписаны, вы не теряете информацию, поэтому обязательно подпишитесь. Приложение Сбол, являющееся аналогом Сбербанка онлайн, удалили из App Store. Друзья мои, я вам говорил, скачивайте быстрее. Теперь у счастливых обладателей приложений Сбол появилось все-таки приложение на своем смартфоне. Вы можете пользоваться банковскими сервисами, а вот те, кто не успел скачать приложение, у вас теперь нету доступа к сервисам Сбербанка. Кстати, аналогичное приложение Prime Balance от ВТБ, которые тоже нашли вот эту лазейку и разместили приложение, некоторые успели скачать это приложение, оно теперь тоже не выдается в App Store. App Store его тоже кикнул, поэтому ловите информацию. Альфа-банк запустил в App Store приложение «Деньги пришли». Срочно тот, у кого счета в Альфа-банке, скачивайте приложение «Деньги пришли», потому что на днях его тоже удалят, и вы не сможете больше скачать. Я хочу подчеркнуть, какие же все-таки находчивые россияне. В условиях, когда вот этот большой брат так и пытается навредить, заблокировать, ограничить и так далее, ребята, предприниматели, находят способ, чтобы потребители не пострадали. Всякими правдами и неправдами дают возможность вам скачать приложение, чтобы вы продолжали брать ипотечные кредиты, тратили деньги на всякую Поэтому, ребята, будьте осторожны, когда вы пользуетесь банковскими сервисами, и тем более слушайте их рекламу по поводу взять очередной кредит, да, на улучшение жилищных условий, а потом удавку себе на шею вот такую повесить. Поэтому, скачав приложение, не спешите жать кнопку получения кредита. Ну, вы поняли. Маски вернулись. Хорошо, что в нашем погребе наряду с гречкой, наряду с кэшем долларовым, да, лежат маски. Помните, я говорил, сложите, запаситесь. Итак, в Госдуме рассказали, когда в России введут обязательный масочный режим. Короче, эта мера, как сказали в Госдуме, будет принята, если заболеваемость ковидом вырастет до 60 тысяч человек в сутки. Кстати, у меня несколько родственников заболели омикроном. 3 дня поболели и выздоровели. Да? То есть очень много сейчас заболевших, уже выявляется где-то 30 тысяч заболевших в сутки, а до 60 тысяч, когда будет введен такой вот масочный режим, уже, видимо, недолго осталось. Пожалуйста, примите заранее меры, потому что вот эти вот хождения и кашляния друг на друга, ну, они реально приведут к тому, что 60 тысяч будет уже скоро. Поберегите себя, не надо усугублять и так тяжелую ситуацию, которая случилась вот в России из-за кризиса, из-за этих всех вот денег, курсы туда-сюда, да. Подготовьте маски и, ну, ходите в масках. Желаю вам здоровья. Пожелайте, вот вы сейчас посмотрите этот выпуск, позвоните своим родственникам, близким, пожелайте им тоже здоровья. Международные новости, приготовьтесь, очень серьезная новость.
Республиканцы, это такая партия в Америке, заявили, что Байден отдыхал 228 дней за 19 месяцев работы президента. Понятно, как надо отдыхать. А то, говорит, некогда нам отдыхать, мы в работе постоянно, мы заняты. А вот Байден пример вам дает. Даже на позиции президента Америки он за 18 месяцев отдыхал 228 чертовых дней. Запомнил? Запиши и скажи: хочу как дедушка Байден. Я предлагаю небольшое исследование. Почему Байден так много отдыхает? Может быть, ему не очень нравится, что с ним происходит. Вы же знаете, когда человек занят не своим делом, он очень сильно устает. Видимо, Байден устает. Может быть, президентство — это не его призвание. Или еще какие-то версии. Напишите мне ваши версии, почему Байден так много отдыхает. А теперь я скажу про себя. Когда мне люди задают вопрос, как я отдыхаю, я говорю: слушайте, у меня другой способ решения этой проблемы. Хотите знать какой? Вот такой. Я организовал себе жизнь такую, что я, в общем-то, не устаю. Дело в том, что у меня жизнь, работа, отдых, нет таких состояний. У меня как бы оно все в одном, оно все встроено, да. За это я подвергаюсь особой критике, да, такой, что я не такой, как все. Выбирайте, быть таким, как все, или быть долларовым миллиардером. Если ты выбираешь для себя быть таким, как все, значит, ты в среднем по бане, ты понял, со всеми вытекающими. Или быть как Рыбаков. И если хочешь быть как Рыбаков, приходи в X10 Академию, кстати, ссылочка здесь, на курс «Предприми себя», начни с того, что ты примеришь мышление долларового миллиардера на себя, и тогда ты все сам поймешь. И в финале давайте вместе умножать хорошее, и пусть, черт побери, плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.